Сегодня мы с вами поделимся личными историями о последних словах, которые говорят люди перед смертью. Это будут трогательные и вдохновляющие истории, которые оставят след в вашем сердце. Последние слова часто несут в себе глубокий смысл, выражают любовь, благодарность, прощение и надежду. Мы надеемся, что эти истории помогут вам понять, насколько важны наши слова и отношения с близкими и родными людьми. Прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь, у нас очень много интересной для вас информации. Итак, друзья, первая наша история, и она называется «Прощение». Анна, наша первая рассказчица, поделилась трогательной историей о последних словах прощения, которые она услышала от своего отца. В течение многих лет у Анны были напряженные отношения с отцом. Он был строгим и требовательным человеком, и их разногласия часто приводили к конфликтам, особенно когда Анна стала взрослой. Однако, когда ее отец заболел и оказался на смертном одре, все изменилось. В один из последних дней его жизни Анна сидела у его постели, когда отец позвал ее к себе и сказал: «Анна, прости меня за все. Да, я не всегда был прав, но я любил тебя больше всего на свете». Именно эти слова глубоко потрясли Анну. Она поняла, что, несмотря на все их разногласия, ее отец всегда любил и ее и хотел для нее только самого лучшего. Последние слова прощения отца стали поворотным моментом в жизни Анны. Они смогли ей преодолеть горечь и обиды, которые накапливались годами, и начали процесс исцеления ее души. Эти слова позволили Анне почувствовать мир и покой в сердце, осознав, что ее отец признал свои ошибки и выразил свою любовь к ней. Анна рассказала, что прощение, которое она услышала от отца, изменило ее взгляд на жизнь и отношения с другими людьми. Она поняла, насколько важно прощать и выражать свои чувства, пока есть возможность, и теперь старается быть более терпимой и понимающей в своих взаимоотношениях с близкими и родными людьми. Именно эта история показывает, как важны последние слова и как они могут оказать глубокое влияние на тех, кто остается. Слова прощения могут принести мир и покой, и помогая тем самым справиться с горем и начать процесс исцеления. Следующая история – это называется «Благодарность». Рассказ о последних словах благодарности, и наш второй рассказчик – это Мария, которая поделилась историей о последних словах благодарности, которые она услышала от своей бабушки. В течение многих лет Мария и ее бабушка были очень близки. Бабушка Мария была для нее наставником и другом. Она всегда поддерживала ее в трудные моменты и делилась своей мудростью. Когда бабушка Марии заболела и ее состояние ухудшилось, Мария проводила с ней много времени, стараясь окружить ее заботой и любовью. В один из последних дней бабушка позвала Марию к своей постели и, взяв ее за руку, сказала: «Мария, спасибо тебе за все. Ты всегда была рядом, и я очень горжусь тобой. Я чувствую твою любовь и поддержку каждый день, и это делает мои последние дни самыми светлыми». Последние слова благодарности бабушки стали для Марии источником огромного утешения и силы. Эти слова подтвердили, что ее забота и любовь действительно значили много для бабушки, и что она смогла сделать ее последние дни более счастливыми. Мария чувствовала гордость и радость, зная, что она смогла поддержать бабушку в трудное время. Эти слова также помогли Марии исправиться с потерей. Зная, что она смогла сделать что-то значимое для своей бабушки, Мария почувствовала, что ее усилия были не напрасны. Благодарность бабушки оставила в сердце Марии светлую память, которая помогает ей даже после утраты.
Мария рассказала, что последние слова бабушки о благодарности изменили ее взгляд на жизнь и отношения с другими людьми. Она поняла, насколько важно выражать свои чувства, благодарность, пока есть возможность и пока мы живем в этом мире. Теперь Мария старается быть более внимательной и благодарной в своих взаимоотношениях с близкими людьми, ценя каждое мгновение, проведенное с ними. Как вы видите, эта история показывает, как важны последние слова благодарности и как они могут оказать глубокое влияние на тех, кто остается. Слова благодарности могут принести мир и утешение, помогая тем самым справиться с горем и сохранить светлую память о тех, кто ушел. Наш третий рассказчик Иван поделился своей глубокой и трогательной историей о последних словах любви, которые он услышал от своей жены Ольги. Иван и Ольга прожили вместе 25 лет. Их брак был наполнен любовью и взаимным уважением. Они поддерживали друг друга во всех начинаниях и делились всеми радостями и трудностями жизни. Когда Ольга заболела неизлечимой болезнью, Иван был рядом с ней до последнего момента. В один из последних дней ее жизни, когда ее силы уже покидали ее, Ольга взяла руку Ивана и слабо прошептала: «Иван, я люблю тебя больше всего на свете. Ты был моим светом и опорой. Спасибо тебе за все, что ты сделал для меня. Я хочу, чтобы ты знал, что наша любовь будет жить вечно». Эти слова любви стали для Ивана источником огромного утешения и силы в период утраты. Он действительно почувствовал глубокую связь с Ольгой и понял, что ее любовь будет всегда с ним, несмотря на ее физическое отсутствие. Слова Ольги помогли Ивану справиться с горем и продолжить жить, ощущая ее присутствие в своем сердце. После смерти Ольги Иван нашел в себе силы продолжать жить, опираясь на ее последние слова. Он понял, что их любовь была невероятно сильной и истинной, и это дало ему надежду и поддержку в самые трудные моменты. Иван начал заниматься благотворительностью, помогая другим людям, и рассказывал свою историю, чтобы вдохновить их на ценность любви и взаимопомощи. Слова любви Ольги также изменили его взгляд на жизнь. Иван стал больше ценить каждый момент, проведенный с близкими, и научился выражать свои чувства открыто и искренне. Он понял, что любовь – это самое ценное, что у нас есть, и что ее нужно хранить и беречь. Именно эта история нам показывает, как важны последние слова любви и как они могут оказать глубокое влияние на тех, кто остается. Слова любви могут принести утешение и силы, помогая справиться с утратой и продолжать жить с чувством внутреннего покоя и благодарности за пережитую любовь. Следующая история, друзья, у нас о сожалении. Наш четвертый рассказчик Дмитрий поделился своей историей о последних словах сожаления, которые он услышал от своего старшего брата Михаила. Дмитрий и Михаил были очень близки с детства, и их братская связь оставалась крепкой на протяжении многих лет. Михаил всегда был примером для Дмитрия, вдохновляя его на достижения и поддерживая в самые трудные моменты. Когда Михаил заболел, его здоровье начало быстро ухудшаться. В один из последних дней, когда Дмитрий сидел у постели брата, Михаил тихо произнес: «Дима, мне жаль, что я не успел осуществить все свои мечты. Я всегда хотел путешествовать по миру, написать книгу и провести больше времени с семьей. Не повторяй моих ошибок. Живи полной жизнью и не откладывай свои мечты на потом». Эти слова сожаления глубоко потрясли Дмитрия и заставили его задуматься о своем собственном пути. Он осознал, что часто откладывал свои мечты и цели на потом, думая, что у него всегда будет время их реализовать. Слова Михаила стали для Дмитрия важным уроком, который напомнило о том, что жизнь коротка и непредсказуема. После смерти брата Дмитрий решил кардинально изменить свою жизнь. Он начал активно преследовать свои мечты, цели, стремясь осуществить все, о чем он когда-либо мечтал. Дмитрий отправился в путешествие, которое всегда хотел совершить.
Также начал писать книгу, о которой давно думал, и проводил больше времени с семьей и друзьями. Слова Михаила также помогли Дмитрию переосмыслить свои приоритеты и ценности. Он понял, что важно жить настоящим моментом и не бояться рисковать ради своих желаний и мечтаний. Дмитрий стал более решительным и целеустремленным, стремясь не повторять ошибок брата и постараться жить так, чтобы не сожалеть о несделанном. Эта история показывает, как важны последние слова сожаления и как они могут оказать глубокое влияние на тех, кто остается здесь. Слова сожаления могут стать мощным мотиватором для изменения своей жизни, помогая осознать ценность времени и важность следования своим мечтам и целям. Следующая, друзья, история называется «Умиротворение». Наш пятый рассказчик Елена поделилась своей историей о последних словах умиротворения, которые она услышала от своей матери. Елена и ее мать всегда были очень близки, и их связь только укрепилась, когда мать заболела. Елена ухаживала за ней до последнего дня, стараясь окружить ее заботой и любовью. В один из последних дней жизни матери, когда Елена сидела у ее постели, мать посмотрела на нее с улыбкой и сказала: «Елена, я готова. Я прожила хорошую жизнь, и я чувствую умиротворение. Я не боюсь, потому что знаю, что ты будешь в порядке. Живи полной жизнью и помни, что я всегда буду с тобой в твоем сердце». Эти слова умиротворения и принятия глубоко тронули Елену. Она почувствовала, что ее мать нашла покой и была готова к своему уходу. Слова матери помогли Елене справиться с горем и найти внутренний мир в момент утраты. Зная, что ее мать ушла с чувством умиротворения и без страха, Елена смогла принять ее уход и сосредоточиться на положительных воспоминаниях. Эти слова также помогли Елене осознать, насколько важно жить настоящим моментом и ценить каждый день. Она поняла, что ее мать прожила жизнь полную любви и счастья, и это стало для нее вдохновением. Елена решила продолжать жить так, чтобы ее мать могла гордиться ею. После смерти матери Елена нашла утешение в том, что ее мать оставила ей такие добрые и мудрые слова. Она чувствовала, что ее мать всегда будет с ней в ее сердце, и это дало ей силы двигаться вперед. Елена стала более осознанно подходить к своей жизни, ценить каждый момент и выражать свою любовь к близким. Эта история показывает, как важны последние слова умиротворения и принятия, и как они могут оказать глубокое влияние на тех, кто остается. И, соответственно, эти слова могут принести мир и покой, помогая тем самым справиться с утратой и принять неизбежное с открытым сердцем. Следующая история называется «Наследие». Наш шестой рассказчик Александр поделился своей историей о последних словах мудрости и жизненных уроках, которые он услышал от своего дедушки. Дедушка Александр был для него примером мудрости, стойкости и жизненного опыта. Он часто делился своими историями и наставлениями, которые помогали Александру в жизни. Когда дедушка Александра заболел и его состояние ухудшилось, Александр старался проводить с ним как можно больше времени, слушая его рассказы и советы. В один из последних дней его жизни дедушка позвал его и к своей постели и сказал: «Саша, жизнь коротка, и ты должен прожить ее достойно. Помни, что самые важные вещи в жизни – это любовь, честность и стремление к знаниям. Никогда не прекращай учиться и помогать другим. Пусть твои поступки говорят громче слов». Эти слова мудрости и наставления глубоко запали в сердце мальчика. Он понял, что дедушка передал ему свои жизненные уроки и что эти слова будут направлять его на протяжении всей жизни. После смерти дедушки он почувствовал огромную ответственность за то, чтобы следовать его советам и жить достойно. Эти слова повлияли на многие жизненные решения. Он решил посвятить себя обучению и саморазвитию, всегда стремясь узнавать новое и делиться своими знаниями с другими. Александр также стал более внимательным и честным в своих отношениях с людьми, стараясь помогать тем, кто нуждается в поддержке.
Слова дедушки также стали для него источником вдохновения в трудные моменты. Когда он сталкивался с трудностями или сомнениями, он вспоминал слова дедушки и находил в них силы и уверенность для преодоления препятствий. Эти слова стали его путеводной звездой, помогая ему оставаться верным своим принципам и целям. Эта история показывает, как важны последние слова мудрости и жизненные уроки, и как они могут оказать глубокое влияние на тех, кто остается. Слова наследия могут стать источником вдохновения и направления, помогая формировать жизненные решения и путь человека. Следующая история о прощении. Итак, наш следующий рассказчик Светлана поделилась своей историей о последних словах прощания, которые она услышала от своей лучшей подруги, которую звали Елена. Светлана и Елена были неразлучны с детства, и их дружба прошла через все жизненные испытания. Когда Елена заболела, Светлана не отходила от нее ни на шаг, стараясь поддержать ее до последнего момента. В один из последних дней жизни Елены, когда ее состояние стало критическим, Светлана сидела у ее постели. Елена, собрав все свои силы, посмотрела на Светлану и тихо сказала: «Света, прощай. Я ухожу, но ты должна продолжать жить. Я всегда буду с тобой в твоем сердце. Ты, главное, не грусти, ведь мы были счастливы вместе. Спасибо тебе за все». Эти слова прощания стали для Светланы одним из самых важных и трогательных моментов в ее жизни. Они оставили глубокий след в ее сердце и помогли ей справиться с утратой. Светлана почувствовала, что Елена ушла с чувством мира и благодарности, что принесло ей и некоторое утешение. Слова Елены дали Светлане силы продолжать жить, несмотря на боль утраты. Она поняла, что ее подруга хотела, чтобы она была счастлива и не погружалась в бесконечную скорбь. Эти слова помогли Светлане найти внутренний покой и принять неизбежное. Она почувствовала, что Елена всегда будет рядом в ее сердце, и это дало ей поддержку и уверенность. После смерти Елены Светлана нашла утешение в воспоминаниях о счастливых моментах, которые они провели вместе. Она поняла, насколько важно ценить каждое мгновение и быть благодарной за те драгоценные моменты, которые они разделили. Светлана также стала более открытой и выразительной в своих чувствах, понимая, как важно говорить слова любви и благодарности, пока есть возможность. Следующая история – это история о мудрости. Наш следующий рассказчик Николай поделился своей историей о последних словах, которые он услышал от своего учителя, профессора Александра Петровича. Профессор Александр Петрович был не только наставником, но и мудрым другом, который оказал огромное влияние на жизнь Николая. Он всегда делился своими знаниями, жизненным опытом, помогая Николаю найти свой путь и раскрыть свой потенциал. Когда профессор заболел и его состояние стало критическим, Николай пришел к нему в больницу, чтобы провести с ним последние минуты. Профессор, собрав свои последние силы, сказал: «Николай, жизнь полна испытаний и неожиданностей, но не бойся их, каждый день – это возможность учиться и расти. Цени каждый момент, будь добр к людям и никогда не переставай стремиться к знаниям. Помни, что мудрость приходит не с возрастом, а с опытом и открытым сердцем». Эти последние слова профессора стали для Николая настоящим источником вдохновения и поддержки. Они наполнили его глубоким пониманием жизни и стремлением к самосовершенствованию. Николай понял, что его учитель оставил ему самое ценное наследие – мудрость и понимание, как жить полноценно и осознанно. После смерти профессора Николай почувствовал огромную ответственность за то, чтобы следовать его наставлениям. Он начал более осознанно подходить к каждому дню, ценить моменты, проведенные с близкими, и стремиться к постоянному обучению и самосовершенствованию. Николай нашел утешение в этих словах и часто возвращался к ним в мыслях, когда сталкивался с трудностями или сомнениями. Слова профессора помогли Николаю стать более добрым и понимающим человеком. Он стал уделять больше внимания своим отношениям с окружающими, стремясь делиться добротой и поддержкой. Николай понял, что настоящая мудрость
заключается в умении быть открытым к новым знаниям и опытам и в желании помочь другим. Вот такие, друзья, у нас сегодня с вами истории, которые важны для каждого человека. Подумайте, поразмыслите, напишите в комментариях, что вы думаете, а возможно ваши близкие, родные, находясь в последние часы, также давали вам важные советы и рекомендации. Напишите в комментариях к этому видео.